Всем привет, с вами Анатолий и вы на канале T-Stone. Сегодня у нас очень интересный и красивый минерал – бирюза. Камень бирюза известен человечеству с давних времен. С ним связано много легенд и таинственных историй. Сохранились украшения из этого минерала, которые носили еще древние греки и египтяне, ацтекские племена и индейцы американского континента. Бирюза – минерал во всех отношениях довольно необычный, и сегодня мы про него поговорим. И как обычно в начале, попрошу вас подписаться на мой канал, поставить лайк, если вам понравится, и нажать на колокольчик, чтобы не пропустить следующее видео. Приятного просмотра! Название камня происходит от персидского слова «фируза», что означает «камень счастья». Хотя существует и вторая версия происхождения слова, от персидского «пируз», которое в буквальном переводе означает «победитель». Эта версия связана с тем, что бирюза в Персии считалась воинским талисманом. В Западную Европу бирюза в старину доставлялась из Персии, ныне Иран, через территорию Турции по шелковому пути. И вероятно поэтому европейцы стали называть камень турквиз, что в переводе с французского означает «турецкий камень». Бирюза – один из древнейших ювелирных камней. 8000 лет. Именно такой, по мнению ученых, возраст бирюзового браслета из золота, обнаруженного на запястье одной из египетских мумий. Эта бирюза считается древнейшей на планете и позволяет предполагать, что необычный небесного цвета камень почитали еще те, кому пришлось жить до фараоновую эпоху. Факт того, что египтяне использовали его еще во втором тысячелетии до нашей эры, был подтвержден геологами и историками. Представить без бирюзы гробницу было просто невозможно. Фараоны верили, что чем больше камней василькового цвета они заберут в загробную жизнь, тем лучше они будут чувствовать себя на том свете. Несколько из них были обнаружены в гробнице Тутанхамона. К примеру, нагрудный сокол правителя, обработанный бирюзой, и жук-скоробей, полностью изготовленный из этого камня. Вообще, в Древнем Египте бирюза голубого цвета была самой ценной валютой. Правители отправляли в пустыни Синайского полуострова рабов, чтобы те, погибая тысячами, добывали бирюзу из-под земли. Из-за колоссальных трудностей, связанных с добычей, бирюза была невероятно дорогой. И, конечно же, позволить себе носить камень могли только представители властного сословия и настоящие богачи. Впрочем, одним только Древним Египтом история бирюзы не ограничивалась. Достоверно известно, что бирюза ценилась Поднебесной так же высоко, как нефрит, национальный драгоценный камень. Она была второй по значимости в Китае и считалась национальным достоянием. А на Тибете ее даже обожествляли, считая высшей сущностью, способной принести в дом удачу и благополучие. Буддистская мифология полна рассказами о волшебных свойствах бирюзы. Буддисты до сих пор считают минерал священным и продолжают верить в то, что именно камень в свое время помог им обезглавить множество мифических чудовищ. В среднеазиатских странах бирюзу считали камнем молодоженов. Венчальный наряд обязательно украшался голубыми камешками. Причем, чем больше их было в образе невесты, тем счастливее должна быть супружеская жизнь пары. Пользовалась бирюза популярностью и в Северной Америке. Индейцы, населяющие континент, считали бирюзу самой высокой ценностью. Они воспринимали бирюзу как окаменевшие слезы богини. Минерал являлся обязательным атрибутом абсолютно любого обряда. Ацтеки, индейцы, населявшие Центральную Мексику, считали голубой камешек самым мощным военным талисманом. Поэтому осколок минерала был у каждого воина. Им часто украшали шлемы, щиты и другую военную амуницию. А еще верили, чем больше бирюзы будет закопано в землю вместе с погибшим вождем, тем счастливее будет жить народ после его смерти. Ацтеки так сильно старались, что современные археологи, занимающиеся раскопками и захоронениями, обнаружили более 50 тысяч изделий из бирюзы. Эта цифра удивила даже видавших виды исследователей, которые видели на своем веку немало. В древние времена Персия была монополистом по добыче минерала, поэтому украшения с бирюзой и сам камень в чистом виде стоили очень дорого. Прошло много тысячелетий, и ситуация изменилась в корне. Сегодня бирюза имеет вполне доступную цену, а добывают ее в разных частях земного шара. Египет, Иран и полуостров Синай были и остаются самыми крупными месторождениями этого камня. Сюда же следует отнести и США, а конкретно штат Аризона. И тем не менее, стран, в той или иной степени занимающихся добычей бирюзы, предостаточно. Афганистан, страны Средней Азии, Мексика, Перу, Австралия, Израиль, Танзания и еще несколько крупных и маленьких государств, разбросанных по всей планете.
Интересно, что Синайский полуостров, который начали разрабатывать в качестве места добычи бирюзы очень давно, практически истощен. Запасы бирюзы в этом месте уже иссякли. Еще немного, и геологи доберутся до последнего бирюзового камешка в этой части Земли и вычеркнут Синай из списка основных месторождений. А вот США, напротив, залежи бирюзы огромны. Там этот поделочный ювелирный камешек добывают вместе с медной рудой, убивая таким образом сразу двух зайцев. Что касается бирюзы исключительного высочайшего качества, то родиной ее является Нишапур, второй по величине город иранской провинции Хорасан-Резави, расположенная на северо-востоке страны. Если остров Синай начали разрабатывать в VI веке до нашей эры, то иранские бирюзовые месторождения в III. Но запасы бирюзы в этом месте настолько огромны, что даже сегодня Нишапур остается центром бирюзовой промышленности и сдавать своих лидирующих позиций не собирается. В отличие от большинства других драгоценных камней, бирюза никогда не бывает прозрачной. Минерал обладает матовым блеском, который подчеркивает его природную текстуру и играет с отражением света, создавая удивительную палитру оттенков. По составу этот минерал является фосфатом меди и алюминия с такой химической формулой. Бирюза – это минерал средней твердости и плотности. Она является пористым драгоценным камнем, и это делает ее восприимчивой к воздействию масел и химических средств. Поэтому бирюзу нельзя мыть ничем, кроме воды. Нужно избегать воздействия на нее мыла, косметики, моющих средств и другой бытовой химии. Минерал очень чувствительный, и подобные контакты станут для него разрушительными. Бирюза также является относительно мягким драгоценным камнем, и следует проявлять осторожность, чтобы ее не поцарапать. Твердость минерала 5-6 по шкале Моуса. Огранке минерал никогда не подвергают, так как уровень его твердости является недостаточным. Поэтому бирюзу можно увидеть только в виде отполированных кабошонов, пластин для вставок или бусин. Хотя название камня у многих ассоциируется с сине-зеленым цветом, минерал имеет множество оттенков, от нежно-голубого, почти белого, до насыщенного зеленого. Очень часто в бирюзе имеются различные включения черного или светлого, белого или желтого оттенков. Эти включения не считаются недостатками, а наоборот, подчеркивают натуральное происхождение камня. Неравномерная окраска с присутствием вкраплений и прожилок делает каждый камень уникальным. Интересная особенность бирюзы в том, что ее цвет напрямую зависит от ее возраста. Этот самоцвет может стареть. Для молодой бирюзы характерен светлый, почти белый цвет. Зрелая бирюза имеет самые ценные оттенки – глубокие, насыщенные, небесно-голубые и голубовато-синие. А при достижении преклонного возраста минерал приобретает выраженные зеленые оттенки. Зелень появляется в результате того, что за голубую палитру отвечает медь, а со временем она постепенно замещается оксидом, который придает зеленоватый оттенок. Внешний вид бирюзы зависит от ее местообразования и химических особенностей. Можно выделить такие основные типы. Жильная. Наиболее распространенный тип минеральных отложений. Бирюза становится наполнителем трещин в середине другого камня. Чем больше залежи, тем хуже качество. Поэтому использование в ювелирном деле ограничивается 20% от общей добычи. Желваковая. Круглые выпирающие наросты выделяются в породе. Эти виды еще меньше включают в себя ювелирно-пригодный камень. Вкрапленная или сетчатая. Имеют вкрапления, прожилки в виде других минералов черного бурого цвета. Их состав содержит гидроксиды железа, марганца, сланца. Эти вкрапления вычурно переплетаются между собой, создавая ажурные узоры невероятной красоты. Эта разновидность часто используется для создания ювелирных украшений. Как выглядит минерал, можно судить по названию разновидности. Паутинная – сложное переплетение тонких линий, и кружевная – характеризуется рисунком в виде переплетений, напоминающие ажурные узоры. Самородки. Обладают большими габаритами, характеризующимися неправильными формами, но встречаются редко. Бирюза, как драгоценный минерал, подвергается риску подделок, вызванной ее высокой ценностью. Так как природные запасы быстро истощаются, сегодня около 80% ювелирного рынка представлено синтетической бирюзой. Методов подделки существует множество.
от прессования порошков других минералов с последующей покраской до имитации из пластмассы и кости. Едва ли продавец позволит провести полное исследование камня с использованием химреагентов. Поэтому, чтобы отличить настоящую бирюзу от подделки, необходимо в первую очередь обратить внимание на слишком большой размер камней и ее очень насыщенный и идеально равномерный цвет. Имитировать бирюзу начали еще в Древнем Египте. Тогдашние ювелиры окрашивали стекло различными красками, в состав которых входили кобальт или медь. Немного позже стали появляться подделки, изготовленные из фарфора, костей животных и прочее. Сегодня на прилавках ювелирных магазинов вполне можно встретить разнообразные подделки бирюзы. Идентификация настоящей бирюзы требует внимательного анализа нескольких ключевых параметров, которые отличают ее от подделок. Цвет. Настоящая бирюза обычно представлена характерной цветовой гаммой, от бледно-голубого до насыщенного зеленого. Слишком равномерное окрашивание может быть признаком подделки. Можно с усердием потереть камень влажной салфеткой или слегка смоченным в спирте ватным диском. Если при изготовлении имитации использовалась не суперкачественная краска, вы непременно заметите следы от краски. Текстура. Естественная бирюза обладает уникальной рассыпчатой структурой, которая придает ей неповторимость. Искусственные материалы или подделки могут не достичь такой детализации в текстуре. Температурная реакция. Проведение теплового теста может помочь отличить настоящую бирюзу от подделки. Настоящий минерал будет чуть теплее при прикосновении, чем подделка из искусственных материалов. Тщательная проверка этих параметров снижает риск приобретения поддельных экземпляров, но не обеспечивает стопроцентной подлинности бирюзы. Иногда выявить подделки достаточно сложно и может понадобиться помощь профессионального ювелира. В эзотерике бирюза считается счастливым и добрым камнем. Этот древний минерал небесно-голубого цвета символизирует вечную любовь и способен сохранить и приумножить доходы своего владельца, если его помыслы чисты. Астрологи относят бирюзу к стихиям воды и земли, поэтому в первую очередь бирюза подходит по знаку зодиака Стрельцам, Скорпионам, Тельцам. Бирюза действительно очень необычный и красивый минерал, который тысячелетиями радовал людей своей неповторимостью. Спасибо всем и особенно тем, кто досмотрел до этого момента. Надеюсь, вам понравилось и вы получили много новой информации про бирюзу и ее особенности. Не забывайте подписываться и ставить лайки. Спасибо за просмотр. Всем пока.